Вы просили, я сделал. Обзор на один из самых популярных синтезаторов Serum. Вы на канале Музыкальный помощник, меня зовут Макс. Погнали. Итак, давайте по порядку. Serum нас встречает вот таким окном, и поначалу может казаться, что это немножко сложно, но на самом деле, когда вы привыкнете к нему, это уже не будет казаться таким тяжелым. Заранее хочу предупредить, что видео получилось достаточно емким, и поэтому нет-нет, я советую вам вставать из-за компьютера, из-за телефона, ставить на паузу, пойти попить чаек, сделать себе кофе и возвращаться снова к просмотру. Итак, сверху слева мы видим надпись Serum. Если нажать на нее, то можно увеличить или уменьшить наш скин, то есть наш сам синтезатор. У меня стоит 125, мне так удобнее. Далее вкладочки осциллятор, эффекты, матрица и Global. Об этом я позже расскажу. Здесь мы можем выбрать пресеты. Здесь басы, FX, лиды и юзерские пресеты. У меня новый, кстати, Serum стоит, я еще не успел скопировать себе пресеты. Вот. Далее вкладочка меню, здесь всякие функции, о них я тоже попозже расскажу. И мастер, это громкость, которая выходит прямо из синтезатора в ваш секвенсор. Далее здесь мы можем видеть большое серое поле, на нем расположены осцилляторы и фильтр. Самый главный осциллятор, осциллятор А, он по умолчанию включен, давайте послушаем, как он звучит. Вот, это у нас пила. Кстати, было бы круто, если бы вы поставили мне лайк, это смотивирует меня писать больше контента, а также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Далее можно включить второй осциллятор, они вместе вот так будут звучать. Вот. Так, я его пока выключу. И в самом осцилляторе мы видим много настроек. Первая настройка, первая вкладка, вы можете видеть, дефолт написано. Здесь мы можем выбирать волноформы. Это у нас относится больше к таблично-волновому синтезу. Мы можем выбрать, например, Monster 5. Вот она вот так вот выглядит и звучит. Можно пониже взять. Но это нам пока не нужно, я вернусь на обычную волну, Basic Shapes здесь вот есть, и выберу, кстати говоря, крутилкой в это POS можно выбирать определенные волноформы, если они там есть, конечно. Далее здесь крутилочка октава, можно понижать или повышать октаву вверх-вниз, вот так вот она звучит. Вот, дальше семитон. Мы знаем то, что одна октава состоит из 12 полутонов. Вот это они и есть. 12 полутонов вниз, 12 полутонов вверх. 12 полутонов вверх – это одна октава вверх. То есть, если бы я сделал вот так, было бы то же самое. Слушаем. Fine Tune – крутилочка, которая изменяет в пределах одного полутона. Наш детюн, так скажем. То есть 100 файн-тюна, 100 центов, это так называется, можем видеть вот чуть ниже, чем моя мышка. 100 центов это один полутон, а 12 полутонов это одна октава. А здесь вот совершенно другая настроечка, здесь можно как бы все вместе использовать, если вы не хотите отдельно крутить файн, семитон и осцилляторы, то крутим его здесь, вот это получается, ну, примерно вот. Вот, ладно, я думаю, понятно, сброшу это все до нуля. Так, если мы нажмем на сам осциллятор, на эту форму волны, то мы увидим, какие формы содержатся вот в этом, так сказать, паке волн. Это пак волн, и конкретно изменение этих волн мы можем видеть сейчас. Здесь, когда я кручу, опять же, ручку Wavetable Position, то есть позиция формы волны, и это все будет звучать примерно вот так. Да, ну, понятно, я думаю. Еще раз нажму. И также вы, наверное, заметили, что здесь есть значок карандаша. Если мы нажмем на него, то попадем в гранулярный синтез. То есть мы можем изменять эту форму волны при помощи гранул, которые отображаются сверху. Я сейчас об этом рассказывать не буду. Кстати, кому интересно про гранулярный синтез узнать побольше, пишите в комментариях, я обязательно сниму видос. Далее снизу мы видим рисунок нашей волны, то есть если я сейчас закрою, вот он, наш рисунок.
и я нажимаю на карандаш, здесь мы можем рисовать любую форму волны. Мы можем взять какой-то стандартную, да, как вот, пресет, нажму сюда, да, вот он вот так вот будет. Это все звучать будет вот так. Также можно видеть, когда мы меняем вот здесь вот форму нашей волны, меняется и эта таблица сверху. Я пока не могу вспомнить точно, может кто вспомнил, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это называется, но я, если вспомню, это все напишу обязательно в комментариях, либо в описании. Так вот, я, наверное, вернусь к Basic Shapes обычному, потому что сейчас не хочу это все поправлять. Далее мы видим, что каждая волна, которую мы вот здесь вот видели, если нажму сюда, вот они, вот здесь. Также каждая волна отображается и снизу. Мы можем здесь добавлять дополнительные волны, менять их, добавлять, менять, добавлять, менять. И все это будет отображаться у нас вот здесь, в самом графике нашего осциллятора. И это все можно будет выбирать. Я думаю, я здесь задерживаться надолго не буду. Единственное, что я могу сказать, что здесь есть вот такие кнопки, плюс-минус, можно добавлять, можно убирать, можно копию делать несколько раз, копировать. Вот, сюда, например. Я это скопировал, сюда вставил. Здесь скопировал, сюда вставил. А здесь можно выбирать количество линеек, количество линий, количество столбцов. Это все нужно для того, чтобы рисовать все здесь. Это можно аккуратненько все оформить, любую форму волны нарисовать. Также здесь можно переключиться между осцилляторами. Ладно, я не буду здесь задерживаться надолго, как я уже сказал. И давайте посмотрим основные настройки нашего осциллятора. Здесь унисон, это количество голосов. Я возьму, опять же, вторую форму, вот эту, потому что она приятнее всех звучит, как по мне. И начну повышать уровень унисона. То есть слышно, что голосов стало больше. Один осциллятор имеет один голос, но при помощи унисона количество голосов можно увеличить. Далее идет детюн. Детюн, он у нас относится именно к унисону. То, как сильно раздетюнивается, то, какой разный тон, файн, вот этот тюн, имеет каждый новый голос. То есть, если я, например, сделаю голосов 2 и детюн поставлю на 0, то оно будет звучать как один единственный, как один голос. Но если я начну крутить детюн вверх, то они будут друг от друга отдаляться по высоте тона. Вот, я думаю, понятно. Blend функция — это та функция, которая выделяет как бы средние тона от боковых, или как это назвать, я даже не знаю. Но, в общем, видно. Я думаю, и слышно будет сейчас. Да, слышно, то есть по центру голоса стали громче, а по бокам тише. А вот так наоборот, по бокам громче, а по центру тише. Далее идет фаза. У каждого звука есть своя фаза, и если эти фазы будут совпадать, то он просто станет громче. Давайте я рандомизацию фазы отключу, поставлю в 0, и сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вот, допустим, один голос играет. Вот два голоса играют. Если я детюн поставлю в 0, унисон на 2, фазу в 0 и рандомизацию тоже в 0, то звук просто станет громче. Вот, он просто становится громче. Но если я крутану ручку Random и фазу, ну, любую выберу, без разницы какую, он будет звучать по-другому каждый раз, когда я нажму на кнопку. Потому что каждый раз, каждый осциллятор, как бы каждый голос имеет разную фазу. Например, первый начался вот отсюда, второй отсюда, третий отсюда, четвертый отсюда. И поэтому они не становятся в сумме громче, потому что они не смешиваются так, как если бы они все начинались одновременно. Вот, и окей, здесь у нас
Как я уже говорил, Wavetable Position можно выбирать, волноформы. А вот здесь у нас функции, которые можно применить к самой волне. Например, Blend плюс-минус. Blend плюс-минус делает с волной вот такую фигню. И на звуке это тоже определенно отражается. Я думаю, понятно. Или, например, ремап какой-нибудь, да? Ремап можно нарисовать что-нибудь свое, вот так, вот так, вот так, переделать форму волны. Это все относится тоже к определенному виду синтеза, и это все вот так вот звучит. Я не буду это долго все показывать, потому что в этом нет смысла. Сейчас выключаю. И точно так же работает второй осциллятор. Они абсолютно идентичные. И почему здесь их два? Потому что, вместо того, чтобы запускать несколько синтезаторов, да, лучше запустить один, и они все будут работать с одинаковой обработкой, и процессор меньше будет потреблять. Далее здесь мы видим SAP осциллятор, это третий осциллятор уже, он дает низа. Давайте я отключу первые два, и мы послушаем, как он звучит. Здесь у него встроенные волноформы, их менять нельзя, они всегда одинаковые, и здесь можно выбрать ему определенную октаву, он может звучать ниже, например, -2 сделаю, он звучит как прям такой тяжелый бас, или повыше, вот так вот. Чаще всего он используется в связке с другими осцилляторами, чтобы дать нижние частоты. Без него, с ним. Direct Out — это кнопка, которая позволяет вывести SAP-осциллятор без использования на нем эффектов. Вот этих эффектов, которые я рассмотрю обязательно далее. Здесь у нас Level. Кстати, забыл сказать, что во всех осцилляторах есть Level и панорама. Панорама, она, получается, разводит наш звук влево или вправо. Послушаем. Да, понятно, я думаю. И Level — это наша громкость. Всего лишь громкость. Чаще всего SAP-осциллятор используется в связке, опять же, вместе с нашими осцилляторами основными. Далее мы видим Noise-осциллятор. Я все эти три отключаю сейчас пока что. И здесь в Noise-осцилляторе также мы видим кнопку Direct Out. Здесь у нас что-то похожее на группы волн. Только это у нас является вот это все обычными сэмплами, которые загружаются также в Serum. И я дальше покажу это. Не переживайте. Такие вот шумы есть. Есть обычный аналоговый шум альфа. Я думаю, понятно. Далее мы видим вот эти две настройки. Первая настройка с клавишами, она позволяет, вот если навести на нее, она напишет, что это такое. Тем, кто не понимает английский, я объясню. Вот эта кнопка, она позволяет менять звук в зависимости от того, какую ноту мы нажали. Вот если внизу посмотреть на клавиши. Если это выключить, то будет звучать вот так. Везде одинаково, да? А если включить? По-другому. Вот эта кнопка, она делает, получается, наш осциллятор как бы звучащим один раз только. Все. Он один раз прозвучит, но конкретно не этот, а другой. Например, вот этот. Если я выключу, он его зацикливает. А если я включу, то получается один такой клик и все. Фаза, рандомизация, панорама, левел, питч, я думаю, не надо объяснять, я уже это объяснил. Идем далее. Здесь у нас фильтр. Я включу сейчас осциллятор, фильтр, и слушаем, как фильтр работает. Так, мне не нравится эта волноформа, поэтому я поменяю ее на что-нибудь вот такое. Сделаю пониже, чтобы еще понятнее было. То есть это обыкновенный фильтр, который срезает сейчас нижние частоты. Выбрать тип фильтра можно вот здесь. Здесь есть нормальные, low pass, high pass, peak, notch. А есть вот более интересный формат, например, формат, который используется постоянно в дабстепе. Для создания вот таких я-я-йо-йо звуков. Здесь у нас выбор осциллятора, то есть если я не выбираю никакой осциллятор, то и действовать он ни на что не будет.
Также то же самое с осциллятором B, я не буду показывать. Noise осциллятор, Sub осциллятор. И также зависимость есть от ноты, которую мы нажимаем. Я пока это все выключу, верну на Low 12 и сейчас покажу, наверное, как вы уже поняли, это ручка котов. Она меняет частоту среза. Это резонанс. Она изменяет определенную область. Чаще всего эта область именно на частоте среза. Вот, панорама — это панорама нашего фильтра. То есть на выходе в какую сторону мы получаем звук. Драйв, он просто повышает громкость после фильтра. Фат, в принципе, то же самое. На некоторых фильтрах эти ручки вообще могут отсутствовать. А драйв может менять не только громкость, но и какие-то другие параметры. А вот ручка микс, ну, я думаю, здесь понятно. Это то, насколько сильно смешивается наш оригинальный звук с отфильтрованным. То есть, если я сделаю микс на 100, будет отфильтрованный полностью. Если сделаю микс на 0, то полностью оригинальный. Это все можно, миксовать. Далее мы видим большое поле. Там есть мод, колесо модуляции, вот оно здесь. Envelope, или же еще можно назвать ADSR. Это тоже является осциллятором, но мы его не слышим. LFO, также осциллятор, который мы не слышим. Оно генерирует определенную форму волны, которая может влиять на какие-то другие параметры. Velo, Velocity, когда мы прописываем ноты в Piano Roll, там есть функция Velocity, и в зависимости от этого можно изменять определенные параметры. Нота, то же самое, что и нота на фильтре, или же нота на Noise осцилляторе. В зависимости от того, какую ноту мы берем, меняется и положение вот этого вот note параметра. И, соответственно, мы можем его также куда-нибудь привязать. Что такое привязать? Я все говорю привязать. Если мы возьмем, например, Envelope 2 и привяжем его к ручке Level, вот так вот берем drag and drop, да, нажимаем, задерживаем и вешаем, например, на Level. И вот здесь мы понизим громкость, то мы услышим, что Level наш меняется в зависимости от вот этой вот формы. Давайте послушаем. Еще раз. Можно также привязать его к фильтру, например. Я верну, опять же, low фильтр, low pass. Здесь у нас резонанс слишком высокий. Микс на полный сделаю. Вот так это все звучит. Также есть LFO модулятор. Я пока удалю этот модулятор. Надо нажать правой кнопкой мыши и выбрать Remove All Modulators, то есть удалить все модуляторы, либо же Remove только Envelope 2. Я удалю Envelope 2, в принципе, разницы сейчас никакой нету. Отсюда тоже Remove модулятор 2. И теперь я вешаю LFO уже сюда. И давайте послушаем, как оно звучит. Так дабстепово звучит. Можно повесить, например, на резонанс еще один, можно повесить на драйв еще один, можно повесить на фат еще один. И вот мы видим, что начали появляться дополнительные LFO. Пятый тоже, например, на микс мы повесим, шестой куда угодно, шестой сюда, седьмой сюда, все это не важно. Также можно удалить модуляцию через правую кнопку мыши по самому LFO. Здесь вот Remove All Destinations, то есть удалить все назначения. Чуть-чуть ниже мы можем видеть параметры LFO и параметры Envelope, то есть ADSR. Здесь есть вот атака, это то, как быстро он придет к значению верхнему вот этому. Здесь Hold. Не на всех синтезаторах, кстати, это есть, но вот здесь есть Hold, это классная штука тоже. Он придет наверх, задержится здесь, а дальше пойдет по дикею до Sustain. Sustain — это громкость, которая будет в самом конце. То есть, если мы зажимаем клавишу, давайте я перейду на осциллятор первый. Кстати говоря, первый осциллятор, он всегда управляет громкостью всего синта. Давайте послушаем. Я его вот так вот вниз уберу. Видите, здесь никаких модуляций нету. Здесь была бы единичка или двойка или тройка, там любое число, в зависимости от того, сколько мы привязали. Вот, первый осциллятор — это громкость. Слушаем.
Вот, то есть, как я уже говорил, несмотря на то, что он ни к чему не привязан, здесь всегда модулируется громкость. И давайте атаку поверну на вот за 300 миллисекунд. Ну, понятно, да? Вот если hold, поверну. Тоже вот он наверх идет, задерживается, и дальше уже по времени вот этому decay, по времени decay он попадает на sustain. А релиз срабатывает тогда, когда у нас отпускается кнопка. Например, я вот сейчас полностью зажму кнопку, мы послушаем. Вот, то есть звучит вот так. И если вы заметили, здесь шарик, или как его назвать, лампочка, прошла до конца релиза. Если я отпущу кнопку где-то здесь, то он пойдет по релизу. Вот, допустим, я ему сделаю 2 секунды. Все, и он пошел туда. Да, то есть он игнорирует вот эту огибающую и идет по релизу куда-то вниз. Далее здесь можем увидеть вот такое поле с увеличительным стеклом. Можно увеличивать, а можно заблокировать наш зум вот этого вот поля, и в таком случае каждый раз, когда мы будем крутить какую-то ручку, левая часть привязана к левой части, правая к правой. То есть релиз. Вот. Далее в LFO мы видим такие параметры. Здесь папочка, можно загрузить свои какие-то LFO юзерские, у меня их пока нет. Можно, например, выбрать сайдчейн, он вот так вот будет выглядеть. Далее grid, это у нас вот это вот поле. Мы на этом поле можем рисовать. Если 2 раза нажать левую кнопку мыши, то появится шарик. Этот шарик можно двигать. С зажатым альтом он будет двигаться по вот этим перекрестиям. То есть без альта вот так вот свободно, и с альтом вот так вот по перекрестиям. Я верну его в первоначальное положение. Здесь мы видим кнопочки Trick, Envelope и Off. Это режимы, то, как будет срабатывать наше LFO. Допустим, я его опять повешу на котов, и вот сейчас послушаем. Вот это я верну назад. Повешу я LFO снова на ручку котов, поменяю немножко настройки, и давайте послушаем, как сейчас звучит вот с модом выключенным, то есть Off. Если я несколько раз нажимаю кнопку, то он не начинается заново. Если выберу Envelope, да, то он будет срабатывать, как будто это вот Envelope. Я его один раз нажимаю, он заканчивается и дальше не повторяется. А если нажму Trick, то он будет повторяться каждый раз, когда я буду нажимать кнопку. Честно скажу, чаще всего используется вот именно Trick. Дальше BPM. Эта кнопка синхронизирует скорость нашей LFO со скоростью нашего проекта. Например, вот у меня сейчас 128 и 1/4 от 128, или 1/2. Вот так это звучит. Вот эта кнопочка LFO Anchor или Anchor, как это правильно читать, не знаю. Она синхронизирует вот этот рейд с вашим проектом. То есть, если вы выбираете определенную позицию в проекте, то он это будет видеть. Если же это убрать, то он каждый раз будет начинаться сначала, и это будет звучать, ну, не очень хорошо. Поэтому чаще всего оно будет включено. Далее trip, это расшифровывается как триплет, и когда мы его включаем, мы видим, что здесь, когда мы крутим рейд, появляется буква Т. Это значит, что они будут не ровно делиться, а на определенной доле. Вот dot — это также определенная доля, добавляется еще одна. Ручка Rise отвечает за то, как быстро LFO придет в движение. Я не знаю, где она используется, но она есть. Это самое главное. Далее, Delay — это задержка перед тем, как LFO начнет срабатывать. Например, задержка будет 1/32. Вот, то есть он, как бы, можно сказать, грубо говоря, он вот так вот ее двигает. Давайте я сейчас Delay на Off поставлю и вручную вот так вот поправлю. Ну, заметно, да? И сейчас я вот здесь вот 1/16 поставлю. Очень похоже, очень похоже. Smooth — это то, как аккуратно будет работать наша LFO.
Она как-то сглаживает определенные углы, я не знаю точно, как это все происходит, но вот слышно, что меняется. Далее идет velocity. То есть в зависимости от того, как сильно я нажму на ноту, кстати, сила нажатия ноты, если нажать на верхнюю часть ноты, то она будет, по идее, со слабым velocity, это можно видеть вот здесь. Если нажать сильно, то сильная, вот, точка наверху появилась. Также это можно привязывать к определенным параметрам. Например, я сейчас вот это вот уберу, опять же, вот так вот выставлю на середину, velocity. Так вот она вешается, влево-вправо идет. Да, кстати говоря, это также можно настраивать. Если Alt-Shift нажать и левой кнопкой мыши, то она будет идти в одну сторону. Если нажать еще раз, то в обе стороны, то есть в минус и плюс. Так получается только в плюс, а так в минус и плюс. Вот. Как я уже говорил, если нажмем ноту сильно, будет фильтр вот так звучать. Если слабо, я думаю, это самая такая ходовая вещь в синтезе, потому что, ну, сам синтез, он, я думаю, что предназначен для того, чтобы получать интересные и более-менее живые звуки, и именно вот эта вот настройка, зависимость от силы нажатия на ноту, она добавляет очень много живости. Также в зависимости от не силы нажатия, от ноты, которую мы возьмем, можно также регулировать, опять же, через Alt-Shift, также можно регулировать любые параметры. Я вот это вот отключу, remove, вот, да, и здесь мы смотрим. То есть в зависимости от того, какую я ноту взял, фильтр будет либо открываться, либо наоборот закрываться. Вот, я думаю, понятно. Далее идет модуляция, колесо модуляции. Его можно также привязать к любому параметру, любой крутилочке. И звучит оно вот так. Я сейчас беру ноту и буду крутить колесо модуляции. Я думаю, понятно. А вот макроконтроллер предназначен для того, чтобы регулировать одновременно какие-то несколько параметров. Это может быть 2, может быть 10. Например, я хочу регулировать level нашего первого осциллятора, а также cutoff. И я вешаю вот так, и дальше мы можем услышать, как это все работает. Можно следить вот за этой точкой, которая появляется здесь или здесь. Можно вот так сделать. Я думаю, понятно. Тоже уберу. Далее, в самом низу мы видим клавиши, на которые можно понажимать. Также колесо pitch модуляции высоты тона. Здесь можно регулировать, насколько тон будет подниматься. Например, 24 полутона. Опять же, семитоны, которые мы видели вот здесь в осцилляторе. И здесь можно вниз. То есть, в зависимости от того, как это колесо будет ходить, будет регулироваться pitch. Вот, я думаю, понятно. А здесь у нас voicing, изменение голоса и изменение параметра портаменто. Что такое портаменто? Портаменто — это плавное перетекание из одной ноты в другое. Например, я сейчас возьму вот так. И оно будет звучать очень резко. Но если я включу всегда включенный портаменто, настрою скорость этого портамента, например, полсекунды, или же вот 250 миллисекунд, то это будет звучать вот так. Я думаю, понятно. Voicing — это в основном нужно для того, чтобы много голосов одновременно не смешивались, например, чтобы не было вот такой вот каши. Эта каша, если включить моно, то это все будет аккуратно. Моно выключаю. Поле — это полифония, то, сколько голосов одновременно может звучать. То есть, если я сейчас возьму обычный голос, вот такой вот, выключу портаменто. Здесь у нас я взял 3 ноты, но звучат на самом деле только 2. Если одну ноту
только одна нота. Это равноценно тому, что я бы включил моно. Параметр легато включен он или выключен, он изменяет звук, как это все будет звучать, например, вместе с LFO. Например, я повешу LFO сюда, и если я буду нажимать одну ноту, а потом нажму вторую, то они будут звучать разрозненно. Вот, как будто одна LFO звучит на каждую ноту самостоятельно. Но если я выберу легато, то это все будет звучать одновременно, как будто одна LFO сразу на 3 ноты. И здесь осталась предпоследняя настройка, вот такая scale, я не знаю, как она работает, написано, что зависит от того, насколько далеко друг от друга ноты находятся, то есть при режиме апартамента, да, но, честно говоря, я не видел, чтобы это использовалось. И вот curve, она определяет то, насколько резко наш апартамента сработает, то есть если я в 0 ставлю, то оно звучит примерно вот так. А если максимум поставлю, например, ну или 90%, а если, ну, минус 70%. Вот, я думаю, понятно. Так, теперь настало время для второй части.